Усата уродливый, отвратительный, жалкий старшеклассник, в жизни которого ничего не происходит. У него плохие оценки, нет друзей, нет девочек, совсем как у тебя. Он хотел бы оказаться в мире фантазий, чтобы избавиться от скуки быть обычным неудачником. Но однажды кто-то крадет его зонтик, и он решает дождаться окончания дождя, потому что принцессы не могут промокнуть. Внезапно появляется президент школьного совета Сузуне и предупреждает его, что школа вот-вот закроется. Усата воспринимает это как подсказку, чтобы убрать свое уродливое лицо с глаз долой. Но тут появляется вице-президент Кадзуки, типичный идеальный чувак, и заявляет, что отдаст Усата свой запасной. Они спрашивают, не хочет ли он прогуляться с ними домой, и он не может поверить, что у него есть шанс прогуляться с крутыми ребятами. Пока они гуляют, Усата старается показать себя с лучшей стороны и спрашивает, пара ли они. Эти двое объясняют, что это всего лишь слухи, потому что они проводят много времени вместе в студенческом совете. Сузуми спрашивает, есть ли у Усата какие-то планы на будущее, но он планирует остаться в подвале у своей мамы. Затем Сузуми говорит, что у нее тоже нет никаких планов, потому что она довольно быстро достигает всех своих целей. Она говорит, что по этой причине чувствует себя изолированной и не думает, что принадлежит этому миру. Внезапно Сузуми и Кадзуки останавливаются. Усата растерян, и Кадзуки спрашивает, слышал ли он звонок, но Усата не слышит. Они снова слышат звонок, на этот раз еще громче. Он подходит ближе, когда внезапно у них под ногами появляется магический круг. Кадзуки начинает сходить с ума, когда Усата заявляет, что их вызывают в другой мир. Сузуми улыбается, спрашивая, имеет ли он в виду, что они попадут в место полное магии, монстров и героев. Через несколько секунд они открывают глаза и обнаруживают, что находятся в странной комнате с парнем, сидящим на троне. Этот чудак представляется как Ллойд, король Линджера. Чудак объясняет, что они были призваны как герои и все такое прочее. Есть повелитель демонов, который воскрес и в настоящее время собирает свои армии. Королевство подвергалось нападениям в течение последних 2 лет, но они едва выжили. Их последней надеждой было призвать героев из другого мира для борьбы с повелителем демонов. Кадзуки просит их вернуть их в свой мир, но король объясняет, что это невозможно. Кадзуки продолжает вести себя как Карен, упоминая, что у них у всех есть семьи и все такое прочее. Но король опускается на колени перед Кадзуки, обещая найти способ отправить их домой после того, как работа будет выполнена. Мак Уэлси рассказывает, что заклинание призыва предназначено для людей, у которых есть потенциал стать героями. Короче говоря, каждый, у кого есть такой потенциал, услышит звон колокольчика. Сузуми и Кадзуки понимают это состояние, но понимают и то, что Усата попал сюда случайно. Затем они идут в комнату Вилси, чтобы проверить свои магические способности. Сузуми радостно дотрагивается до хрустального шара, и появляется желтое свечение. Вилси объясняет, что это означает, что она может использовать магию грома. Затем Кадзуки касается хрустального шара, и он становится белым. Вилси объясняет, что у него есть свойство света, которое является самым сильным свойством, потому что оно противостоит повелителю демонов. Усата тоже решает попробовать это, но тут появляется вспышка зеленого цвета. Сузуми и Кадзуки считают, что это красивый, успокаивающий цвет, но Вилси просто сходит с ума. Она хватает Усата за руку и бежит обратно в тронный зал. Там она рассказывает королю об огромном потенциале Кадзуки и Сузуми. Но есть одна проблема Усата. Король смеется, но приходит в шок, когда узнает, что кристалл стал зеленым. Король велит Уэлси заткнуться, заставляя Усата думать, что его атрибут плохой. Король начинает строить козни, упоминая, что они должны увести Усата как можно дальше от замка. Король приказывает своим стражникам подготовиться, и Усата спрашивает, опасен ли он и есть ли еще кто-то с его атрибутами. Король выходит из себя и отвечает «да», но этот человек – плохая новость. Внезапно в тронный зал входит женщина, которая всех пугает. Это тот самый человек, о котором говорил король. Она спрашивает короля, как прошел ритуал призыва и там ли уже герои. Король пытается вести себя спокойно, но она замечает Усата и спрашивает, кто он такой. Король объясняет, что его вызвали по ошибке вместе с героями. Он называет Насата обычным плебеем, но она явно замечает, что король вспотел. Она спрашивает, как его зовут, и представляется как Роуз, капитан спасательной команды. Тут вмешивается Уэлси, упоминая, что герои ждут у хрустального шара, и говорит ей, что она отведет Роуз туда. Роуз соглашается с этим и готовится уйти. Король чувствует облегчение, что все прошло хорошо, но Усата хочет знать, что означает его магический атрибут. Он глупо спрашивает, что означает зеленый свет. Услышав эти слова, Роза останавливается. Все в комнате начинают волноваться. Роза оборачивается и спрашивает, действительно ли он только что сказал зеленый. Усата подтверждает это, и она говорит королю, что заберет Усата с собой. Король приходит в бешенство, и Вилси произносит заклинание, создающее вокруг Усата пузырь и заставляющее его покинуть замок. Тем не менее, Роза выбегает наружу со своей безумной скоростью. Пузырь Вилси вылезает из окна и пытается унести его как можно дальше за пределы королевства. Однако скорость и сила Розы позволяют
позволяют ей догнать его. Затем она ударяет по пузырю, разбивая его. Усата думает, что с ним покончено, но Розе удается дотянуться и поймать его. Она говорит королю, что сделает из Усата настоящего целителя, и уходит. Несколько минут спустя Уэлси объясняет Сузуми и Кадзуки, что Усата был похищен. Они беспокоятся, что он может быть в опасности, но Уэлси объясняет, что это не так, потому что его забрали в спасательный отряд. Она рассказывает, что Усата обладает целебной магией. Целители – редкость в этом мире, и Роза – одна из них. Велси продолжает объяснять, что Роза научит нас всему, что она знает, но ее методы обучения не ортодоксальны. После достижения базы Роуз объясняет, что у Усата есть потенциал стать целителем. Он совершенно сбит с толку, и она сообщает, что отныне он будет жить здесь. Затем она обзванивает остальных участников группы, но когда Усата смотрит на них, он понимает, что они в буквальном смысле слова банда бандитов. Роуз говорит им позаботиться об Усата, но все они смотрят на него как на серийного убийцу. Он в ужасе пытается отступить, но ребята представляются, и это больше похоже на ограбление. Затем Роуз объясняет, что все они принадлежат к отряду, но не являются целителями. На самом деле в ее спасательном отряде есть еще только 2 целителя, но они размещены где-то в другом месте. Именно поэтому она лично научит его магии исцеления. Усата сходит с ума, его инстинкты подсказывают ему кричать и бежать, но он не может пошевелиться. Он пытается попросить другого инструктора, но она игнорирует его, говоря, что тренировка начинается завтра. Банда бандитов улыбается ему и говорит, какой несчастной станет его жизнь, потому что Роуз будет его учить. Короче говоря, он будет жить в аду. На следующий день Усата встречает Кадзуки и Сузуми, которые радуются, что с ним все в порядке. Он извиняется за то, что побеспокоил их, но помнит, что Роза существует и что она будет тренировать его с сегодняшнего дня. Эти двое удивлены этой якобы адской тренировкой и спрашивают, готов ли он. Казуки подтверждает это, упоминая, что ему больше нечего делать, потому что он хочет когда-нибудь помочь им. Роза внезапно выходит на улицу и спрашивает, ушли ли герои. Усата боится возвращаться в реальность и не отвечает. Затем Роуз объясняет, что он не в тюрьме и что он может встречаться со своими друзьями, когда захочет, пока он не тренируется. Усата благодарит ее, и она дает ему дневник, в котором он может записывать свою программу тренировок, впечатления или все, что он захочет. Его первый день тренировок был настоящим адом. Короче говоря, его первой задачей было сосредоточиться и расслабиться. Он почувствовал что-то у себя на груди, и Роуз объяснила, что это волшебство, и она научит его, как спроецировать это на свое тело. После окончания обучения Роуз велела ему почитать книгу. Используя картинки, Роуз объяснила их текущее местоположение и то, где живут демоны. Поскольку они находятся близко друг к другу, первой целью демона является Лингер. Она советует ему прочитать книгу, так как он узнает о странах мира, расах и демонах. Усата начинает читать ее, думая, что это простое обучение. Однако следующие пару дней были другими, так как Роза заставляла его бегать до тех пор, пока его тело больше не могло этого делать. И все же каждый раз, когда его ноги отказывали, Роза наносила ему удар исцеляющей магией и приказывала бежать снова. Усата встает и бежит, спасая свою жизнь, но она говорит ему, что даже если он умрет, она вернет его к жизни, просто чтобы заставить его бежать. Усата думает, что она сошла с ума, но он решает рассказать об этом в своем дневнике. На 6-й день Роуз решила, что он медлителен, и оскорбила его. Все закончилось тем, что он прижался к полу и снова решил излить душу в своем дневнике. Однако, пытаясь встать, он заметил, что его рука светится. Он смущен тем, что это похоже на магию исцеления, но не понимает, почему она активируется. 8-й и 9-й дни были практически одинаковыми. Я впадал в изнеможение, получал пощечины или пинки, и так повторялось весь день. Однако, сам того не замечая, Усата исцелял себя каждый раз, когда получал травму. Позже он осознает, что использует магию исцеления как вторую натуру и снова начинает бегать без приказа. Однако на 10-й день все изменилось, так как он теперь знает, как использовать магию, и теперь может бегать без усталости. Однако у него все еще были сомнения, сможет ли он помочь Кадзуки или Сузуми, поскольку он мог только бегать. Но Роуз добавила 1000 отжиманий к своей тренировочной программе. Усата знает, что не может сделать это сам, поэтому он продолжает использовать магию исцеления, чтобы убедиться, что его тело справится с этим. Затем Роза рассказывает, что заставляет его тренировать свое тело, потому что ему нужно убегать от врага на поле боя и спасать своих павших товарищей. Следовательно, чем быстрее он будет бегать, тем быстрее сможет спасти их. Усата удивлен этими словами, но она приказывает ему продолжать отжиматься. Он продолжает тренировку, но удивлен, что Роза не накричала на него. Он думает, что должен радоваться этому, но на самом деле он напуган. Он быстро привык к этой тренировке, и Роуз начала добавлять немного веса во время бега. На 21-й день Казуки и Сузуми навестили его вместе с принцессой и рыцарем. Прибыв туда, они были шокированы, увидев, как Усата отжимается от пола, а Роза сидит на нем верхом на огромном камне.
Она жалуется, что он слишком медлителен, и уговаривает его не сдаваться. Но наш мальчик подрастает и говорит, что это слишком просто, потому что она легкая. Затем Роза кладет еще один камень поверх другого. Несмотря на первоначальное сожаление, Усата продолжает использовать свою магию, чтобы исцелить себя. Роуз даже восхищается его решимостью, говоря, что он становится парнем ее типа. Двое других парней не могут поверить, что Усата проходит через это, но Сузуми, проверив его мускулы, быстро начинает шутить. Однако рыцарь злится и хватает Розу за воротник, спрашивая, почему она пытается уничтожить Усата. Роза хватает его за руку и говорит, что использует все свои методы, чтобы заставить Усата стать ее правой рукой. Она утверждает, что Усата – это находка, потому что он ненавидит проигрывать, но больше всего ей нравится, что он никогда не сдается. Затем Роза приказывает ему сделать перерыв и пообедать. Отдыхая под деревом, Усата узнает, что этот парень – сильнейший рыцарь королевства Сиглис. Именно он учит Кадзуки и Сузуми владеть мечом. Усата находит это впечатляющим, и тогда Кадзуки спрашивает, всегда ли тренировки Усата были такими же плохими, как сейчас. Усата просто отвечает, что сегодня было довольно легко. Сузуми решает проверить мышцы нашего мальчика, несмотря на то, что он стесняется этого. Она просто в восторге от его огромного пресса, даже принцесса не может сдержать своего любопытства. Затем Кадзуки продолжает, объясняя, что ему казалось, что Усата переживает трудные времена. Усата подтверждает, что вначале он хотел бегать, но сейчас с ним все в порядке, потому что ему нравятся тренировки и жизнь здесь. Сузуми впечатлен тем, что он уже нашел свое место. Он демонстрирует свою магию исцеления и объясняет, что тоже хочет помочь им. Сузуми использует этот шанс, чтобы пофлиртовать, и просит его спасти ее, когда ей это понадобится. Но Усата просто говорит ей, что уже слишком поздно вести себя как нормальная девочка. Она злится, но даже принцесса соглашается с ним. И все же на следующий день Роза дает ему сумку и говорит, что они отправятся на улицу. Парни, похожие на бандитов, начинают волноваться, когда понимают, что наконец-то пришло время. Усата приходит в замешательство, но через несколько часов они достигают обрыва. Роуз рассказывает, что впереди него находится лес под названием Тьма Линджера. Затем она отдает ему приказы. Он может вернуться домой только после того, как убьет большого гризли. Усата пытается отказаться от этого, потому что это один из самых сильных монстров. К тому же он не умеет драться, потому что она научила его только бегать. И все же Роза разозлилась и выбросила его в лес. Находясь в воздухе, Усата начинает сходить с ума, потому что он летит в свободном падении навстречу смерти. Затем он разворачивается и применяет исцеляющую магию, чтобы пережить удар. Тем не менее, он отказывается умирать и снова разворачивается, используя свою исцеляющую магию, чтобы благополучно приземлиться. Он рад, что ему удалось выжить, и снова использует свою исцеляющую магию, чтобы оправиться от незначительных травм. Однако он знает, что поскольку он сейчас в лесу, он должен следовать инструкциям Розы, если хочет вернуться домой. Поэтому он принимает решение убить огромного гризли. Он утверждает, что это всего лишь 7-футовый монстр, который ничего не значит для того, кто пережил ад. Внезапно тот же самый медведь появляется у него за спиной. Он начинает убегать от преследующего его медведя, который намного больше, чем он думал. Но так как его тренировки сводились в основном к бегу, он знает, что может обогнать его. Он думает, что медведь никак не сможет его догнать, но медведь просто отстает. Он помнит все свои тренировки и то, как он переносил эти страдания. Он думает, что медведь не так страшен, как Роза, и решает сразиться с ним. Однако за большим медведем появляются еще 2 медвежьи дубинки. Пришло время отправиться в ад и обогнать всех этих медведей, пока они жалуются. Он вдруг услышал неподалеку шум водопада и решил прыгнуть в него. К счастью, ему удалось спастись от медведей, и он выжил. Он доплыл до берега и высушил свою одежду. Он проверил свой рюкзак и увидел, что у него есть только несколько пайков, фляга и нож. Он жалуется, что у него нет ничего, чтобы развести огонь, и называет ее демоном. Он откусывает кусок покрепче булки и думает, что его миссия невыполнима. Но его положение становится еще хуже, когда он слышит вой волков. Он решает выяснить, что он будет делать на следующий день. Он отмечает день на дереве и засыпает. Теперь он готов к выполнению задания и решает исследовать лес. Он продолжает отмечать деревья, чтобы не заблудиться, и считает, что сначала должен узнать своего врага. Он пытается найти логово великого гризли и бродит по всему лесу. В конце концов, он находит какие-то подсказки, когда видит следы когтей на дереве. Он думает, что это когти большого гризли, и он может быть где-то поблизости. Затем он внезапно слышит какой-то шум в кустах и достает свой нож. Оказывается, это всего лишь кролик. Он приходит в замешательство, думая, что это может быть монстр, но кролик делает шаг вперед и падает. Он замечает травму и спрашивает, не ранен ли кролик.
Усата удивлен, потому что кролик качает головой вверх-вниз, как будто понимает его. Затем он решает использовать свою целительную магию, чтобы вылечить кролика, и гладит его. Он прячется за деревом, сказав кролику, чтобы тот был осторожен. Однако похоже, что кролик следует за ним по пятам. Он говорит кролику, чтобы тот уходил, потому что это может быть опасно. Но кролик отказывается это делать. Усата продолжает уходить, но кролик продолжает преследовать его. Поскольку кролик отказывается останавливаться, Усата спрашивает, не знает ли он, где находится великий гризли. Кролик начинает отходить в сторону и оглядывается на него. Усата понимает, что это должно быть означает следовать за кроликом. Затем кролик ведет его через лес к логову великого гризли. Усата решает понаблюдать за поведением медведя, оставаясь незамеченным. Согласно книге, которую он прочитал, большие гризли живут группами, и похоже, так оно и есть. Кролик ведет себя очень мило и просит, чтобы его погладили. Прошел еще один день, и Усата не уверен, стоит ли ему наполнять свою флягу неочищенной водой. Однако у него нет времени думать об этом. Внезапно появляется кролик и запрыгивает ему на плечо, удивляя Усата. Он думал, что кролик ушел, но он вернулся. Он думает, что это странный кролик, и говорит ему, что они снова будут наблюдать за медведями. Никаких изменений в поведении нет. Большой кролик снова спит, но голубые начинают выглядеть симпатичнее. Усата тоже считает кролика милым, и это задание каким-то образом позволяет ему немного повеселиться. Однако на четвертый день Усата чувствует некоторые боли в животе. Он жалеет, что выпил речную воду, особенно потому, что магия исцеления не помогает ему. Он сравнивает это с отравлением и думает, что должен быть способ вылечить это. Кролик появляется снова и просит погладить его, и Усата на мгновение забывает о своей боли. Он приходит в себя только на пятый день, и кролик отводит его к небольшому пруду. Усата понимает, что пить эту воду безопаснее, и замечает, что она выглядит чище, чем речная. Он попробовал ее и сказал, что она даже вкуснее. Однако кролик, похоже, напуган. Усата хочет узнать, в чем дело, но кролик просто начинает карабкаться на дерево. Усата растерян и тоже лезет на дерево. Он заметил, что кролик смотрит на пустое место. Он думает, что кролик чувствует приближение монстра, но это странно, потому что кролик не испугался, когда увидел огромного гризли. Он заметил, что кролик дрожит от страха, но затем услышал какой-то шум. Он внимательно посмотрел и увидел огромную белую змею. Кролик начал дрожать, и Усата задался вопросом, что же это за чудовище-змея. Он никогда не видел этого монстра в своей книге. Змея уползает прочь, и Усата чувствует, что это чудовище намного сильнее огромного гризли. Он чувствует исходящую от нее сильную жажду крови и обещает никогда к ней не приближаться. Следующие несколько дней Усата все еще чувствовал себя неловко, но продолжал наблюдать за медведями. Он думает, что их поведение никогда не менялось, и по какой-то причине он чувствует себя спокойно, когда смотрит на них. Однако он знает, что если он не убьет великого гризли, то не сможет вернуться домой. И с этой мыслью он решает, что завтра тот самый день, когда он должен это сделать. Тем не менее, следующий день наполнен дождем, и кролик пытается убедить Усата не уходить. Усата говорит, что он должен это сделать, но кролик продолжает дергать его за ногу. Поскольку погода в Англии обычная, он решает подождать, пока дождь не прекратится. Через несколько часов дождь наконец прекращается, и Усата выращивает пару, обещая приготовить мясной фарш из большого гризли. Кролик запрыгивает ему на плечо, но Усата уже ничто не помешает вернуться домой. Кролику грустно, но он все равно отпускает его. Добравшись до медвежьей берлоги, Усата готовит нож, в то время как кролик выпрыгивает из его плеча. Затем Усата заходит в гнездо, но, как ни странно, видит, что 2 из 3 медведей мертвы. Он задается вопросом, что же произошло, и думает, что Роза убьет его, потому что что-то убило великого гризли до него. Он приглядывается повнимательнее и замечает следы укусов. Он понимает, что это сделала та огромная змея. Однако змея их не съела, а это значит, что она сделала это ради забавы. Затем Усата слышит какой-то шум, доносящийся из-за камней, и пугается. Присмотревшись повнимательнее, он видит, что оттуда выходит маленький медвежонок. Маленький медвежонок пытается разбудить свою мать, но безуспешно. Увидев это, Усата подумал о том, как он ненавидит проигрывать. Он никогда не хотел признавать поражение перед Розой, но теперь его добыча исчезла, и его решимость ни к чему не привела. Маленький медвежонок начинает плакать, поняв, что больше не будет играть со своей мамой, и Усата думает, что ему больше всего не хочется видеть все это. Он принимает решение и уходит, пообещав маленькому медвежонку, что отомстит за него. Маленький медвежонок смотрит ему вслед, обнюхивает пол и идет в другом направлении. Тем временем Кадзуки и Сузуми приходят навестить Усата, когда им говорят, что он тренировался в лесу последние 10 дней. Кадзуки думает, что это слишком долго, но большой парень говорит, что они не могут пойти против ее приказа. Уходя, Сузуми говорит Кадзуки, что он кажется возбужден, когда речь заходит об Усата. Он спрашивает, не волнуется ли она,
но она отвечает, что несмотря на ее опасения, они должны доверять Усата и Роуз. Там, в лесу, Усата делает копье из палки и получает необходимые ему калории. Немного потягавшись, он принимает решение и просит кролика отвести его к змее. Кролик беспокоится, но он говорит кролику просто отвести его к змее и уйти. Кролик начинает идти, а Усата следует за ним. После долгой прогулки им удается найти змею, но Усата видит, как медвежонок пытается бороться со змеей. Посмотрев змее в глаза, Усата думает, что он напуган, но не так сильно, как Роза. Он бросается вперед, удивляя маленького медвежонка. Он пытается метнуть свое копье 30 уровня, но змея пытается откусить ему голову. Ему удается увернуться и проткнуть ей глаз. Змея использует свой хвост, чтобы прижать его к дереву, но он использует свое исцеление, чтобы восстановиться и подняться. Затем он достает свой нож, и змея нападает на него. Усата знает, что для нападения на змею он должен использовать слепое пятно, правый глаз. Он уклоняется от атаки и использует свою скорость, чтобы подбежать к змее, пока она восстанавливается. Однако змея использует свой хвост, чтобы напасть на него. Он уклоняется, но облако дыма позволяет змее укусить его за руку. Он кричит от боли, осознавая, что змея укусила его. Он использует свое исцеление, чтобы оправиться от боли, и использует укушенную руку, чтобы вонзить нож в ее пасть. Змея сдается и отпускает его на свободу. Однако Усата начинает чувствовать ее яд. Он считает, что это несправедливо, но он знает способ исцелить себя, основываясь на своем опыте с речной водой. Если его травма носит внутренний характер, он должен использовать свое исцеление для внутреннего восстановления. После этого он восстанавливается и снова заряжается энергией. Змея использует хвост, чтобы напасть на него, но маленький медведь решает помочь и умудряется блокировать ее. Усата перепрыгивает через медведя и приземляется на голову змеи. Затем он ударяет змею своей исцеляющей магией, чтобы сбить ее с ног, а затем снова вонзает копье ей в глаз. Змея пытается сопротивляться, но в конце концов сдается и перестает двигаться. Усата ложится на землю и делает несколько глубоких вдохов, довольный тем, что ему удалось это сделать. Однако медвежонок пристально смотрит на него. Усата понимает, что теперь он станет обедом для малыша. Однако медведь обращается с ним ласково, и Усата гладит его, упоминая, что ему удалось отомстить за него. Он говорит малышу, что не может вылечить его прямо сейчас, потому что использует большую часть своей магии, чтобы избавиться от яда. Но внезапно змея снова поднимается и смотрит на них. Усата не может пошевелиться, и малыш пытается унести его прочь. Однако наш мальчик очень тяжелый. Он приказывает медведю убегать, но змея бросается на них. Усата понимает, что это конец, и начинает проклинать Розу. Он во всем винит ее и называет людоедкой. Внезапно из воздуха появляется Роза и пинком сбивает змею с ног. Она начинает проклинать змею, говоря, что она должна была умереть, когда Усата дрался. И Усата, и малыш в шоке. Усата спрашивает, что она здесь делает, и она говорит, что ее позвал кролик. Усата в замешательстве, но она объясняет, что кролик – это ее домашний кукуру, которому она велела присматривать за Усата. Усата не верит в это, потому что кролик был ранен, когда они встретились. Затем Роза рассказывает, что все это было мошенничеством, чтобы завоевать его доверие. Затем Роза объясняет, что она всегда была поблизости на всякий случай, но она не ожидала, что эта змея появится в лесу. Усата спрашивает, что это такое, и она объясняет, что это монстр, модифицированный армией Повелителя Демонов. На самом деле Сиглис не смог победить змею во время последнего вторжения Повелителя Демонов. Она не знает, как змее удалось победить Великого Гризли, особенно потому, что элитные силы королевства не могут этого сделать. Усата считает ее чудовищем, потому что она приказала ему это сделать. Роуз призналась, что никогда не ожидала, что он выиграет этот бой. Она просто хотела, чтобы он набрался опыта, однако все стало интереснее, и она захотела посмотреть, что он будет делать. Он жалуется, что чуть не умер, и маленький медвежонок тоже приходит защищать Усата. Роза замечает, что малышу нравится Усата, и это наводит его на мысль, что медвежонок потерял родителей и ему одиноко. Он гладит медвежонка, и они ведут себя дружелюбно. Роза делает комплимент Усата и говорит медведю, что он пойдет с ними, но ему придется нести Усата. Медведь сажает Усата к себе на спину, а Роза хватает их обеих одной рукой и несет обратно. Она говорит Усата, что он сдал этот экзамен, и теперь у него есть на это право. Он приходит в замешательство, но она объясняет, что несмотря на недостаточную подготовку, он имеет право стоять рядом с ней на поле боя. Она говорит, что у него есть все: тело, способное противостоять боли, физическая сила и, что более важно, неукротимый дух. Это то, чего не хватает другим целителям в ее отряде. Она говорит ему, что он должен гордиться собой, и они все еще могут вернуться вовремя. Усата в замешательстве, но она сообщает, что армия Повелителя Демонов готовится к атаке. Усата потрясен, услышав это, потому что начнется еще одна война. Роза подтверждает это и говорит ему, что он будет лечить раненых на линии фронта на ее стороне. Это означает, что теперь он будет в авангарде. Усата в шоке и спрашивает,
А как же остальные члены отряда? Роуз объясняет, что у них есть еще только 2 целителя, но у них разные роли. Усата не уверен, сможет ли он сделать то же самое, что и Роуз, но она отвечает, что у них еще есть немного времени, чтобы сделать его сильнее. Тем временем повелитель демонов расспрашивает подчиненную Амилу об их плане вторжения в королевство Лингер. Она подтверждает, что все идет по плану, и они все готовы к скорому наступлению. Повелитель демонов испытывает облегчение и заявляет, что именно она будет командовать их армией. Он упоминает, что они провалили свое последнее вторжение и предупреждает ее, что она должна выложиться полностью, избегая при этом смерти. Она дает ему некоторую надежду, а он ее отвергает. Возвращаясь назад, другой парень заметил, что Амила нервничала во время аудиенции у повелителя демонов. Она говорит ему, чтобы он делал свою работу, а не дразнил ее, и называет его доктором-монстром. Парень утверждает, что его имя уже звучит мило, и отвечает, что его работа продвигается довольно успешно. В конце концов, ему удалось создать новый прототип монстра, модифицированного демоном. Он спрашивает, не хочет ли она посмотреть на это, и она следует за ним. Затем она видит огромную змею, похожую на ту, с которой Усата сражался раньше. Демон в восторге от этого монстра и раскрывает его имя. Амила, однако, упоминает, что это то же самое имя, которое он использовал для своего последнего прототипа, пропавшего без вести во время их попытки вторгнуться в Линджер. Парень жалуется, что Сиглис избил его змею, и она убежала. Однако этот новый монстр намного сильнее. И все же Амиле было все равно, потому что она знала, что в Линджере есть кто-то, кто сильнее Сиглиса. Парню стало любопытно, и он спросил, не о похитителях ли она говорит. Она подтвердила, упомянув, что они никогда не сражаются, но все еще находятся на поле боя и с какой-то безумной скоростью уносят раненых в тыл. Парень думает, что они сводят потери к минимуму, но Амила объясняет, что босс похитителей – целитель, который не только обладает безумными навыками исцеления, но и является отличным бойцом. Этот человек – Роуз, самый сильный человек в Линджере. Амила глубоко ненавидит Роуз, потому что Роуз сражалась со своим хозяином, но парень не остался в живых, чтобы рассказать о том, что произошло. Этот монстр говорит ей успокоиться, потому что она не может сражаться во время их вторжения, потому что она должна командовать армией. Тем не менее, Амила уходит, сказав, что оставит борьбу их бессмертному пользователю темной магии. Вернемся к Усата, он счастлив, потому что соскучился по своей постели и даже наслаждается храпом Тонга. Но все же он должен проснуться и заняться своими делами. Он дает медвежонку на завтрак немного фруктов и замечает неподалеку кролика Роуз. Однако Усата говорит ему, что не может простить его за то, что он воспользовался его невинностью. Кролик ведет себя мило, и Усата почти купился на это. И все же он пытается отказаться быть милым с кроликом, но не может устоять перед этим. Он продолжает давать медведю все больше фруктов и называет это блурингом. Приходит Роза, повторяя то же самое имя, и спрашивает, так ли это на самом деле. Усата подтверждает это, упоминая, что он соединил слова «голубой гризли». Роуз шокирована, услышав это, но сосредоточена на том, чтобы сказать, что она рассказала королю о медведе, и теперь он станет собственностью спасательного отряда. Усата смущен этим, и она говорит, что медведь тоже должен выполнить свой долг, если хочет остаться здесь. Малышка пугается ее улыбки и прячется. Оказывается, с этого момента Усата должен не только бегать с отягощениями, но и нести медведя. Роуз объясняет, что это будет режим, близкий к тому, что будет происходить на поле боя. Она советует ему думать о медведе как о ком-то, кто нуждается в спасении. Она приказывает ему бежать, и он выполняет ее приказы. На самом деле Усата рассматривает это только как тренировку с большим весом, чем обычно. Он думает, что все, что ему нужно делать, это правильно управлять своей магией исцеления. Но Роза кричит, что он слишком медлителен и раненые умрут. Усата жалуется, но набирает темп. Внезапно Тонг выходит из кустов и пытается ударить его, но Усата уклоняется от удара. На него налетает другой парень, но он тоже уворачивается. Он думает, что они сумасшедшие, и спрашивает, что они делают. Головорезы преследуют его и объясняют, что это имитация того, что произойдет на поле боя. Усата пытается бежать быстрее, но головорезы кричат, что другие тоже прячутся. Тем не менее, Усата набирает скорость и продолжает бежать в течение следующего часа. Остальные бросают с деревьев несколько шариков с липкой водой, заставляя Усата бежать, задерживая дыхание. Некоторые появляются из-под земли с деревянными мечами и пытаются ударить его, но он уворачивается. После 3 часов бега другой парень перерезает веревку, чтобы заставить нас поиграть в Донки Конга. Но на 4-м часу Усата наконец использует свою магию, но чувствует себя странно. Кролик выходит из-за куста и улыбается. Тем не менее, Усата паникует и перепрыгивает через него, думая, что кролик снова это делает. Со временем Усата чувствует себя еще более странно и в конце концов теряет сознание, сам не зная почему. Усата в замешательстве, потому что он должен был продержаться хотя бы полдня. Появляется Роза и объясняет, что от этого зависит его выносливость на поле боя. Усата в замешательстве, но она объясняет, что человеческое тело также устает от таких чувств, как тревога, страх и
фрустрация. Именно по этой причине у него закончилась энергия быстрее, чем обычно. Усата спрашивает, что он может сделать, но она исцеляет его и говорит, чтобы он привык к этим эмоциям. Она говорит, что он должен развить в себе силу духа и умение ориентироваться в ситуации. Затем она уходит и приказывает ему побегать по городу и вокруг замка в течение дня. Усата сбит с толку, но выполняет эти приказы. Тем не менее, каждый гражданин потрясен, увидев парня, бегущего по улицам с голубым гризли на спине. Усата уже знал, что это произойдет, несмотря на то, что Блуринг был хорошо воспитанным монстром. Внезапно люди начинают улыбаться, когда понимают, что Усата тоже является частью команды спасателей. Внезапно Блуринг что-то чувствует и просыпается. Медведь указывает вперед, и Усата останавливается у прилавка с фруктами. У него нет денег, но он спрашивает, как называются эти фрукты. Старушка называет их перлис. Затем Усата спрашивает ее, почему люди не сходят с ума, когда он несет монстра на спине. Леди отвечает, что это потому, что он член спасательного отряда. Она рассказывает о его униформе и рассказывает, что банда также постоянно орудует в городе. Усата думает об этом и подтверждает, что кто-то привык бы к этому, увидев, как эти страшные бандиты бегают по городу. Перед тем, как он ушел, дама дала ему перл, и Блурин съел его. Когда Усата убегал, маленькая девочка спросила пожилую леди, принадлежит ли он к команде спасателей. Леди подтвердила это и спросила, почему она хочет это знать. Девочка просто отмахнулась от этого и посмотрела на него. Затем Усата планирует сделать короткую остановку в замке, чтобы навестить Сузуми и Кадзуки. Однако какой-то парень замечает, что он проходит мимо, и начинает бежать за ним. Парень преследует его, одновременно прося Усата остановиться, но тот продолжает отставать. Усата замечает это только тогда, когда парень падает на пол и спрашивает, все ли с ним в порядке. Усата лечит парня и спрашивает, чего он хочет. Парень говорит, что хотел поздороваться с ним, потому что он тоже является частью команды спасателей. Усата в замешательстве, но парень представляется как Флуэр, один из двух других целителей. Выслушав всю историю, Флёр была поражена, узнав, что Усата был вызван по ошибке вместе с героями. Усата утверждает, что он почти забыл об этом, потому что усердно тренировался каждый день. Флёр считает, что Усата просто великолепен, потому что он может успевать за тренировками Роуз, потому что они с сестрой не могли этого сделать. Усата спрашивает, не она ли та самая целительница. Флёр подтверждает, упоминая, что она на 5 лет младше, и у них есть клиника в городе-замке, где они лечат людей с помощью магии. И все же Усата не понимает, почему Флёр только что упала в обморок. Флуэр объясняет, что у него плохо получается использовать магию исцеления на себе. Он может делать это только для того, чтобы исцелять других. Усата удивлен, что существуют другие типы целителей, и Флёр подтверждает это, упоминая, что все они являются частью спасательного отряда. Поэтому, когда это необходимо, они помогают своему капитану и исцеляют всех. Услышав эти слова, Усата вспоминает, как Роза сказала ему, что он отправится на передовую и будет лечить раненых рядом с ней. Он забеспокоился и спросил Флёр, какова их роль на поле боя. Флёр ответила, что бандиты забирают раненых с передовой, в то время как он и его сестра лечат их. Короче говоря, они являются тыловой поддержкой. И все же Усата говорит, что он отправится на передовую вместе с Роуз. Флёр в шоке, а Усата сомневается, что такой человек, как он, сможет это сделать. Флёр отвечает, что в наибольшей опасности находятся герои и рыцари, и если они получат травму, то скорее всего умрут. Но если на передовой есть целители, значит этих людей можно спасти. Он говорит, что это тяжелая и опасная работа, однако он знает, что Роза никогда бы не привела с собой кого-то, кому она не доверяет полностью. Усата думает о своих друзьях и беспокоится. Флёр встает, чтобы вернуться в клинику, а Усата решает продолжить свое обучение. Перед уходом Флёр просит Усата не ненавидеть Роуз, потому что она не знает, как оценивать свои слова. Тем не менее, Усата говорит Флёр, чтобы она не волновалась, потому что он никогда ее не ненавидел, на самом деле у него тоже есть что сказать ей. Затем Усата пускается бежать, и Флёр чувствует облегчение от того, что Роуз наконец встретила человека, которого искала. Внезапно сестра Флёр приходит жаловаться и спрашивает, не хочет ли он умереть от скитаний по округе. Он говорит ей, что не такой уж он и хилый, но ее взгляд говорит об обратном. Затем он говорит ей, что только что встретил кого-то интересного, и ей становится любопытно узнать об этом человеке. И все же Флёр отвечает, что рано или поздно она встретит его, и он ей понравится. Тем временем Усата добирается до замка и просит разрешения войти в него вместе с медведем. Охранник разрешает ему войти, что приводит Усата в замешательство, и он спрашивает, как он может привести монстра в замок. Парень отвечает, что Роуз подписала разрешение, так что он должен идти вперед. Добравшись до тренировочной площадки, Усата наблюдает, как Сузуми тренируется против 3 солдат. Она отвлекается, когда видит это, и спрашивает о медведе. Они делают перерыв, и Усата рассказывает ей все о том, как выжить в лесу, полном монстров. И все же ей гораздо больше хочется погладить Блурина. Усата говорит ей продолжать, но Блурин отталкивает ее руку, отказываясь погладить.
Усата извиняется, говоря, что Блурин застенчива, но она взволнована еще больше. Она просит Блурина стать ее другом, но он кусает ее за руку, когда она пытается погладить его. Усата говорит, что это может означать, что Блурин считает ее плохим человеком, но затем он тоже кусает себя за руку. Она дразнит его, но в конце концов они расстаются. Усата замечает повреждения на ее руке и утверждает, что это потому, что она серьезно тренируется. Затем он берет ее за руку и исцеляет ее, удивляя ее своим удивительным мастерством. Девочка думает, что он проделал весь этот путь, чтобы навестить ее, и краснеет. Но Усата подтверждает, что он приехал сюда, чтобы навестить ее и Кадзуки. Она чувствует себя отвергнутой и рассказывает, что Кадзуки покинул королевство вместе с Сиглис, чтобы получить некоторый боевой опыт против монстров. Во время прогулки Кадзуки спрашивает Сиглис, правда ли, что армия повелителя демонов скоро начнет вторжение. Сиглис подтверждает это, упоминая, что у него, вероятно, будет гораздо более сильная армия, чем в прошлый раз. И именно поэтому они призвали Сузуми и Кадзуки, героев, которые могут поднять боевой дух своих солдат. Тем не менее, Кадзуки все еще не уверен и колеблется. Тем не менее, он обещает отдать все свои силы, но все они останавливаются, потому что перед ними стая повешенных волков. Они готовятся к битве, и Кадзуки принимает решение. Усата впечатлен, но сомневается, что с Кадзуки все будет в порядке. Сузуми отвечает, что это продлится всего несколько дней, но как только он вернется, именно она будет проводить эту тренировку. Усата дразнит ее, упоминая, что она, вероятно, будет наслаждаться каждым моментом, когда станет оператором в другом мире. И все же она жалуется, потому что он совсем не беспокоится о ней. После этого разговора Усата решает продолжить свое обучение. Он думает о том, что двое других делают все возможное для предстоящей битвы, и что они будут сражаться. И если они это сделают, он тоже захочет как-то помочь, а не оставаться в стороне, чтобы его защищали. Он думает, что в своем предыдущем мире он хотел делать только то, чего не мог. Однако сейчас он уже не тот, кто есть на самом деле. Вернувшись домой и усыпив Блурина, Усата встречает Роуз. Она спрашивает, привыкло ли его тело к тренировкам, и он отвечает, что немного привык. Но все же он хочет тренироваться больше. Услышав эти слова, Роза велит ему продолжать и уходит. Усата останавливает ее, чтобы спросить о ее словах, чтобы взять себя в руки. Он объясняет, что испугался после того, как чуть не умер от укуса змеи, а потом услышал о приближающемся вторжении. Сначала он думал, что не хочет в этом участвовать, но сегодня передумал. Он не будет сражаться или убивать врагов. Однако он сделает все, чтобы спасти всех, потому что он член спасательного отряда. Роуз впервые улыбается и ударяет его кулаком в грудь, говоря ему, чтобы он гордился спасением людей и ценностями их отряда. Услышав эти слова, Усата улыбается и называет ее капитаном. Однако на следующий день Роуз просыпается, навалившись на него тяжелой спиной, и говорит, что король приказал ему присоединиться к тренировкам Сузуми. По дороге Усата спрашивает Роуза, почему он должен присоединиться к тренировкам Сузуми, ведь Кадзуки пошел с Сиглис. Роуз объясняет, что он тоже должен был присоединиться к тренировкам Казуки. Однако она отказалась, потому что он только что вернулся из леса. Позже король прислал еще одну просьбу, на которую она снова не смогла ответить отказом. Она пытается успокоить его, упоминая, что он будет действовать как целитель только в случае необходимости. Она советует ему просто играть свою роль в течение следующих 3 дней и вернуться домой. Они, наконец, прибывают на место встречи, и Сузуми счастлива, что Усата присоединится к ней. Она думает, что он взял с собой Блурина только для того, чтобы помочь им сблизиться друг с другом, но Усата объясняет, что привел Блурина только потому, что ненавидит всех остальных. Она начинает жаловаться на отсутствие у него эмпатии и на то, что он никогда не подогревает ее случайным подружкам. Затем она представляет остальных членов своей группы, рыцарь Аруку и Мак Хорин. Перед уходом Роза говорит Сузуми, чтобы она не была безрассудной, потому что Усата может только залечивать раны и избавляться от яда. Если кто-то умрет, он так и останется мертвым. Сузуми принимает совет близко к сердцу, и Роза думает, что с ней все будет в порядке, так как она прошла обучение у Сиглис. Затем она поворачивается к Усата и говорит, что у нее нет для него совета. Он в замешательстве, и она подходит к нему, спрашивая, нет ли у него проблем с этим. Усата отвечает, что у него все хорошо, и она начинает действовать. И все же он внезапно удивляется, когда Сузуми говорит о том, насколько сильна Роза. Тем не менее, она отказывается объяснять, когда ее спрашивают об этом, и начинает двигаться. Тем временем в замке принцесса беспокоится о Казуки и спрашивает, что он делает. Он объясняет, что тренируется владеть мечом, но она упоминает, что он приехал только накануне и должен был отдохнуть. Он отмахивается от этого, объясняя, что отлично выспался ночью и может снова тренироваться. Она думает, что он слишком напрягается, но он напрягает мышцы, чтобы показать, что с ним все в порядке. Принцесса осознает, что держит его за руку, и смущается, прежде чем уйти. Вернувшись в группу Усата, Сузуми рассказывает о том, что произошло с Казуки во время тренировки. Усата не ожидал, что Казуки будет настолько измотан, но он сказал Сузуми, что этот опыт того стоил. Он сражался с кучей монстров во тьме Линджера, и Сузуми говорит, что именно туда они сейчас направляются. Услышав это имя, Усата вспоминает то время, когда он наблюдал за Блурином и его семьей. Он задается вопросом, скучает ли Блурин по своему дому,
но этот момент прерывает Сузуми, спрашивающая, скоро ли проснется медвежонок. Она думает, что это идеальный шанс погладить медвежонка, так как он ее не укусит. Она пытается это сделать, но Усата хлопает ее по руке. Сначала она приходит в замешательство, но потом пытается погладить медведя еще несколько раз, но Усата не дает ей этого сделать. В конце концов она спрашивает, зачем он это делает, но он отвечает тем же вопросом. Она использует этот шанс, чтобы пофлиртовать с ним, упоминая, что он бьет ее по руке и ругает ее. Она думает, что он стал садистом, но он понятия не имеет, о чем она говорит. Затем Блурин просыпается, и Усата говорит ему, чтобы он шел сам. Но медведь едва может идти прямо, потому что ему хочется спать. Сузуми думает, что это ее шанс. Она велит Блурину запрыгнуть к ней на спину, и она понесет его. Усата пытается помешать ей это сделать, но Блурин ложится на спину. Сузуми счастлива, что наконец-то прикоснулась к пушистому меху Блурина и пытается встать. Однако она падает ничком, потому что медведь слишком тяжелый. Усата помогает ей выбраться, и они продолжают идти, при этом он говорит ей, чтобы она не пострадала вне боя. Она благодарит его за то, что он исцелил ее, но они вынуждены остановиться, потому что маг чувствует множественное присутствие впереди них. Рыцарь предупреждает их, чтобы они были готовы сражаться с монстрами, однако маг замечает, что он ошибается. Некоторые бандиты появляются из кустов, так как они не могут устроить засаду никому, кто уже знает об их присутствии. Бандиты занимаются своими обычными делами, угрожая им отдать свои товары или что-то еще. Рыцарь отказывается это делать, заставляя бандитов упомянуть, насколько велика их группа. Усата не понимает, что происходит в сюжете, потому что эти парни совсем не пугающие. Он замечает, что Сузуми тянет его за футболку и пытается быть чадом и заверить ее, что все в порядке. Тем не менее, эта сумасшедшая девочка очень хочет увидеть настоящих бандитов, упоминая, что никогда раньше их не видела. Усата думает, что эта девочка явно не в своем уме, но Блурин, который был сзади, появляется рядом с Усата. Бандиты начинают паниковать, потому что они никогда не ожидали, что кто-то сможет приручить голубого гризли. Однако один из них говорит остальным присмотреться повнимательнее, потому что это всего лишь детеныш. Остальные бандиты думают, что это их шанс поймать медведя и снять с него шкуру. Усата приходит в ярость от этих слов, но Сузуми нападает на бандитов, прежде чем он успевает сделать что-либо еще. Усата впечатлен тем, что ей удалось контролировать свою силу и просто вырубить бандита молнией. Она объясняет, что много тренировалась, чтобы добиться совершенства, и Усата поощряет ее выходить из себя. Бандиты решают броситься вперед, думая, что Сузуми не сможет использовать свою магию, если они подойдут слишком близко. Тем не менее, Сузуми убивает их электрическим током, пока они убегают. Усата ведет себя как болельщица, одновременно называя Сузуми человеком-электрошокером и человеком-электрическим угрем. Но внезапно маг почувствовал что-то новое. Несколько секунд спустя мимо них проплывает стая осенних кабанов. Рыцарь в замешательстве, потому что эти монстры должны жить глубоко в лесу. Доски почти задевают Усата сзади, но Блурин ударяет их головой. Сузуми пытается убить остальных электрическим током, но другой кабан бросается на нее. Усата пытается защитить ее, но они получают удар и оба взлетают в воздух. Они начинают падать вглубь леса, но Усата использует свое тело, чтобы защитить ее от падения. Он применяет исцеляющую магию, принимая на себя тяжелые удары веток деревьев, но в итоге они все равно падают в ближайшую реку. Вернувшись на поверхность воды, Усата понимает, что это та же самая река, в которую он упал, когда пришел в лес. Он знает, что впереди есть водопад, и говорит Сузуми сделать глубокий вдох. После падения Сузуми пытается разбудить его и несет на берег, упоминая при этом, что она заплатит этот долг. Затем Усата просыпается и говорит, что с ним все в порядке и что это довольно неловко. Она становится очень застенчивой и отталкивает его, когда понимает, что он проснулся. Усата затем использует свою магию, чтобы залечить ее рану, но Сузуми извиняется за то, что поставила его в такое положение. Он отмахивается от этого, упоминая, что рад, что они по крайней мере занялись этим вместе. Он оглядывается по сторонам и говорит, что никогда не ожидал, что вернется так скоро. Затем он объясняет, что Роуз бросила его здесь тренироваться раньше, и что этот лес полон монстров, которые намного сильнее этих кабанов. Усата садится, чтобы проверить их снаряжение и решить, как действовать дальше. Сузуми спрашивает, не лучше ли сбежать из леса из-за монстров. Усата говорит, что скоро стемнеет и может пойти дождь, поэтому лучше найти место для лагеря и переехать завтра. Она спрашивает, не знает ли он какого-нибудь безопасного места. Он отвечает, что спал на ветке дерева, и спрашивает, не возражает ли она против этого. Сузуми упоминает, что она никогда не лазила на дерево, потому что ей не разрешали, несмотря на то, что она этого хотела. Усата думает, что она происходила из богатой семьи, которая защищала ее всю жизнь. Затем Усата находит пещеру и решает разбить там лагерь, упоминая, что это не только укроет их от дождя, но и лучше, чем углубляться в лес. Затем он советует ей снять мокрую одежду, а она застенчиво просит его не подглядывать. Но заметив глупое лицо Усата, она понимает, что он никогда об этом не думал. Затем Усата решает использовать способности Сузуми к освещению, чтобы ловить рыбу и разводить огонь. Он очень доволен всем этим,
потому что в прошлый раз у него не было огня. Однако он замечает Сузуми на углу. Он извиняется за эту неловкую ситуацию, но ей больше нравится наблюдать за его мускулами издалека. Она внезапно поднимает глаза и видит каких-то монстров. Она приходит в восторг, и Усата называет их ядовитыми обезьянами, объясняя, что он читал о них. Обезьяны спускаются на землю, и он говорит ей, что обезьяны дружелюбны, но она может отравиться, если прикоснется к ним. Тем не менее, Сузуми уже прикасается к одной из них. Усата спрашивает, что она задумала, но она отвечает, что уже отравилась из-за миловидности обезьяны. Она говорит ему, что бояться нечего, но маленькая обезьянка кусает ее за палец. Она теряет сознание, и Усата приходится ее лечить. Тем временем во дворце фамильяр мага сообщает королю, что Усата и Сузуми пропали. Кадзуки хочет узнать об этом побольше, и король объясняет ему всю информацию, которой он располагает на данный момент. Король признается, что не хотел раскрывать это Казуки, но принцесса вынудила его это сделать. Казуки спрашивает, отправили ли они уже исследовательскую группу, но король сообщает, что они отправятся завтра. Казуки думает, что уже слишком поздно, и решает отправиться в путь самостоятельно прямо сейчас. Однако появляется большая горилла-мамочка Роза и говорит ему остановиться. Она говорит ему, чтобы он не волновался, потому что Усата сейчас с Сузуми. Она прямо объясняет, что Усата так просто не умрет, так что если с Усата все в порядке, Сузуми должна быть в безопасности. Кадзуки потрясен, услышав, что в конце концов Усата случайный парень, который попал сюда по ошибке и получил исцеляющую магию. Говоря о дьяволе, Усата прекрасно проводит время, думая, что в лесу намного легче выжить, когда рядом с ним Сузуми. Ее раздражает, что он буквально называет ее походным снаряжением, но он не обращает на это внимания. Она пропускает это мимо ушей, и поскольку он замечает, что она устала, он решает, что им следует спать по очереди, начиная с нее. Она отвергает это, упоминая, что ему следует поспать первым, потому что он использовал на ней свою исцеляющую магию. Он соглашается на сделку и ложится. Пока он бодрствует, Сузуми смотрит на Усата и спрашивает, спит ли он. Он говорит, что все еще бодрствует, и она спрашивает, как он относится к тому, что его призвали в этот мир. Она спрашивает, думает ли он о том, чтобы когда-нибудь вернуться домой. Усата объясняет, что это сложный вопрос, потому что он действительно хочет вернуться домой. Но у него также есть причина оставаться в этом мире. Затем Сузуми признается, что не хочет возвращаться, но удивлена, что он не спросил почему. Он спрашивает ее, стоит ли ему это делать, и она подтверждает. Он говорит, что знает, почему она не хочет возвращаться. Это потому, что этот мир нравится ей больше, чем их собственный. Сузуми подтверждает это, объясняя, что в их мире для нее ничего не осталось. Она готова отказаться от своей семьи, друзей и от того, кем она была раньше, только чтобы остаться здесь. Она признается, что всю свою жизнь ждала этого момента. Она называет это шансом освободиться. Она чувствует, что наконец-то свободна, потому что ее ничто не связывает в этом мире. Я думаю, она забыла, что она одна из героев. И все же она удивлена, услышав, как Усата говорит, что ему это нравится. Он не понимает выражения ее лица, и она спрашивает, не разочарован ли он тем, кто она на самом деле. Усата объясняет, что всегда хотел измениться и перестать быть обычным пассивным парнем. Следовательно, он не считает, что они отличаются друг от друга. Сузуми впечатлена, но Усата продолжает. Когда они приехали, он не хотел их задерживать, и именно поэтому он всегда соглашался на обучение Роуз. Но теперь он полон решимости защитить ее, Казуки и всех остальных в этом королевстве в качестве члена спасательного отряда. Когда Судзуми спросили об этом, она ответила, что тоже хочет защитить это место как герой. Подтвердив их решимость, Усата сказал, что они вместе спасут королевство и забудут свой старый мир. Сузуми улыбается, упоминая, что Усата сильно вырос с тех пор, как приехал сюда. Усата также говорит, что чувствует себя ближе к ней. В их мире он всегда думал о ней как о безупречной девушке. И все же Сузуми шокирована, потому что он никогда не относился к ней так, как если бы она была идеальной девушкой. Но она показывает, что не возражает против этого, потому что предпочитает быть рядом с ним, чем получать восхищение издалека. Покраснев, Усата решает спрятать свое лицо и ложиться спать. На следующий день они гуляют по лесу, и Усата говорит ей, чтобы она была осторожна. Они слышат какой-то шум и готовятся к драке, но это оказывается Блурин, который быстро прыгает на Усата сверху. Появляется чувак-рыцарь, запыхавшийся и падающий в обморок. Придя в себя, он объясняет, что они искали их, но Блурин внезапно начал убегать. Они последовали за ним, думая, что медведь приведет их к ним, и вот они здесь. Сузуми говорит Блурину, что он хорошо поработал, но медведь что-то учуял и пошел в определенном направлении. Он останавливается в каком-то месте, и Сузуми спрашивает, где они находятся. Усата объясняет, что это был дом Блурина до того, как его родителей убила гигантская змея. Усата грустит из-за маленького медвежонка, но Блурин приходит к нему и приводит их в замешательство. Усата думает, что Блурин хочет уйти, а Сузуми впечатлен тем, что медведь уже принял решение. Она объясняет, что Блурин знает, что его место рядом с Усата. Блурин начинает уходить, и Сузуми говорит Усата, что пора возвращаться домой. По возвращении король приветствует Усата и Сузуми.
Сузуми извиняется за то, что беспокоил его, но он утверждает, что именно он должен извиниться за то, что втянул Усата в это. Усата отмахивается от этого и смущает короля, упоминая, что он уже привык к подобным ситуациям. Наш мальчик быстро понимает, что совершил ошибку, и смотрит на Розу. Он пытается оправдаться и лжет, говоря, что раньше в их предыдущем мире он исследовал лес. Король верит в это и решает спросить о его тренировках в спасательном отряде. Усата снова смотрит на Роуз, думая, что на это трудно ответить. И все же он утверждает, что это слишком просто. Король рад это слышать, но Роуз ухмыляется, глядя на Усата. Он начинает паниковать и понимает, что именно этого она от него и хочет. Он понимает, что Роза оказала давление на его разум и чувствует разочарование. Тем не менее, король объявляет, что тренировки Сузуми будут изменены и просит ее отдохнуть в течение дня. Они оба свободны, но Розу и Сиглис просят остаться. Усата в замешательстве, но он вынужден уйти. Сузуми спрашивает, не случилось ли чего, и он отвечает, что ему интересно, о чем они говорят, потому что министр казался обеспокоенным. Сузуми подтверждает это, а Усата беспокоится, что его могут уволить. Она смеется над этим и внезапно замолкает, услышав голос Кадзуки. Кадзуки сразу же жалуется на то, что Усата ведет себя слишком легкомысленно после того, как на него напали монстры и он пропал. Усата извиняется, а принцесса объясняет, что Казуки хотел их найти. Сузуми называет его безрассудным, но Усата упоминает, что она стала такой же после того, как ее укусила ядовитая обезьяна. Кадзуки в замешательстве, и Усата пытается объяснить, но Сузуми останавливает его. Они выходят на улицу, и Кадзуки рассказывает о словах Роуз, что не было причин для беспокойства, потому что Усата был с Сузуми. Он упоминает, что эти слова успокоили его, но Усата знает, что Роуз думала, что у него все было проще, чем на тренировках. Казуки впечатлен, потому что Роуз полностью доверяет Усата. И все же Усата думает, что Казуки просто чистый и невинный парень. Он кладет руку ему на плечо, прося никогда не меняться. В конце концов, только он и Сузуми должны быть испорчены. Кадзуки этого не понимает, но соглашается на сделку. Сузуми, однако, начинает жаловаться, потому что он только что назвал ее испорченной. Позже Усата и Сузуми уходят, и принцесса упоминает, как они похожи друг на друга. Казуки подтверждает это, упоминая, что в последнее время они стали довольно близки. Тем не менее, принцесса поправляет его, упоминая, что они с ним близки. Она упоминает, как ему нравилось проводить время с ними. Кадзуки отмахивается от этого, упоминая, что раньше они были друзьями. Принцесса волнуется и спрашивает, может ли она тоже стать другом Кадзуки. Она упоминает, что Сузуми относится к ней неофициально, но Кадзуки никогда не называет ее по имени. Заметив его удивленную реакцию, принцесса извиняется и просит его не заставлять себя. Затем Кадзуки отращивает пару волос и обещает отныне называть ее Селия. Тем временем в тронном зале король рассказывает, что допрашивал бандитов, напавших на группу Усата. Короче говоря, бандиты пересекали равнины и заметили меньше монстров, чем обычно, и именно тогда на них в лесу напало стадо осенних кабанов. Король думает, что монстры, должно быть, бегут с равнин в лес. И это может означать только одно – монстры убегают от чего-то, что приближается к королевству. Сиглис думает, что это армия повелителя демонов, и король подтверждает это. Затем Сиглис упоминает, что повелитель демонов недооценил их в предыдущей битве, но такого больше не повторится. Он верит, что повелитель демонов использует все доступные средства, чтобы захватить их королевство. Король подтверждает это и просит его передать всем командирам, чтобы они были готовы мобилизовать войска в любое время. Сиглис подтверждает это и начинает уходить. Затем король решает поговорить с Розой наедине. Он извиняется за то, что заставил ее ждать, и говорит, что должен попросить ее кое о чем. Он объясняет, что обычно не может поручить эту миссию капитану спасательного отряда, но Роуз отвечает, что ему не нужно беспокоиться об этом. Она знает, что он хочет, чтобы она провела разведку и определила местонахождение армии повелителя демонов. Король подтверждает это и приносит извинения за просьбу. Она отвергает извинения, потому что знает, что она самый быстрый человек в королевстве. Она собирается уходить, но король говорит, что у него есть еще кое-что для разговора. Он спускается со своего трона и спрашивает, не хочет ли она вернуться на свою должность командира батальона. Однако Роуз отказывается, говоря, что на ней лежит больше вины, чем он думает. Король считает, что она слишком строга к себе и упоминает, что она была первой целительницей, которую назначили командиром батальона. Однако Роза отвечает, что это чистая правда. Он спрашивает, простила ли она себя когда-нибудь, и она отрицает это. Ее глаза наполняются яростью, когда она спрашивает, как она вообще могла это забыть. Она была вынуждена смириться со смертью всех своих подчиненных и с тем фактом, что не смогла их оживить. И шрам на ее правом глазу никогда не позволит ей забыть о них.
Король пытается убедить ее, что она не должна нести это бремя, но она отвечает, что это то, что она должна сделать. Ее подчиненные погибли только потому, что она была слишком самоуверена. Однако это заставило ее понять, что все кончено, когда кто-то умирает, независимо от того, насколько он квалифицирован или заслуживает доверия. И этот шрам наказания, которое никогда не позволит ей забыть о своих грехах. Она рассказывает, что именно из-за этого она решила создать спасательный отряд. Они не воюют, они спасают жизни. Король подтверждает это, заявляя, что они спасли многих людей во время битвы 2 года назад. Он спрашивает ее, не достигла ли она своей цели, но Роза говорит, что есть еще одна причина существования отряда. Королю любопытный, он спрашивает, в чем причина. Роза говорит, что ее конечная цель – найти подчиненного, который не умрет. Король чувствует себя глупо, потому что это невозможно. Тем не менее, Роза объясняет, что именно в этом причина ее адских тренировок. Она искала кого-то, кто может использовать магию исцеления, кого-то, кто полон решимости преодолеть свои физические ограничения, и кого-то, кто полон решимости никогда не сдаваться. Она искала кого-то, кто обладает всеми этими качествами. Король понимает, что усатый именно такой, подтверждает Роза, упоминая, что он именно то, что она искала. У него безумные инстинкты самосохранения, способность приспосабливаться и воля к выживанию. Она упоминает, что его лучшая черта – это то, что он ненавидит проигрывать, а худшее – то, что на него легко повлиять. И все же, что бы она ни делала, он все равно встает на ноги и противостоит ей. Она знает, что он никогда не сдастся, и напоминает ему о парнях, которых она потеряла. Она говорит, что полна решимости сделать его сильнейшим целителем. Она понимает, что говорила слишком много и приносит извинения. Вместо этого она решает сосредоточиться на миссии, и король доверяет ей. Позже ночью Усата находит письмо и спрашивает об этом. Член отряда объясняет, что Роуз оставила его для него перед уходом. Усата думает, что это плохая новость, и садится, чтобы открыть ее. Он узнает, что на следующий день ему не нужно тренироваться и что он должен доставить кому-нибудь еще одно письмо. Затем Усата спрашивает, куда делась Роза, но никто не знает. Она просто сказала им, что уходит и не вернется к ужину. Тем временем армия повелителя демонов пытается построить мост, чтобы пересечь реку. Черный рыцарь вздыхает, заставляя командира задуматься, в чем дело. Черный рыцарь считает, что это довольно неприятно, видеть, как командир волнуется по поводу всего этого. Командир сердится, жалуясь, что так не принято разговаривать с вышестоящим, но черный рыцарь прямо извиняется, упоминая, что они буквально одного ранга. Командир упоминает, что ей все равно, потому что она здесь главная, а черный рыцарь должен выполнять приказы. Черный рыцарь извиняется и уходит, прося сообщить ему, когда мост будет достроен. Очкарик-чудак упоминает, что командир испытывает трудности, но просит его что-нибудь сделать. Он говорит ей, что оказывает моральную поддержку и что строительство моста идет нормально. Командир подтверждает это и упоминает, что через несколько часов они начнут вторжение. Но вдруг кто-то упоминает, что на другом берегу реки кто-то есть. Она думает, что это просто разведчик, и ей все равно, потому что будет слишком поздно возвращаться в королевство и сообщать о происходящем. Внезапно на строящийся мост падает дерево. Оно полностью разрушает его, шокируя командира, который не понимает, что происходит. Но присмотревшись, она замечает Розу, стоящую с другой стороны, и выкрикивает ее имя. Роза улыбается, думая, что она должна была всего лишь разведать обстановку, но ей удалось задержать вторжение на несколько дней. На следующий день Усата следует карте Розы, чтобы доставить письмо. Тем не менее, он замечает, что все смотрят на него и комментируют. Он не понимает, почему, ведь он не взял с собой Блурина, но все недоумевают, почему Усата идет пешком, а не бежит. Затем он встречает пожилую леди, которая спрашивает, где Блурин и не хочет ли он купить фруктов. Усата подтверждает это и упоминает, что заедет за фруктами на обратном пути. Ему, наконец, удается найти нужное место на карте, и он заходит внутрь. Девочка подходит поприветствовать его и, заметив его одежду, спрашивает, тот ли это человек, который только что присоединился к спасательному отряду. Усата подтверждает это, но она перебивает его, упоминая, что ее брат уже назвал ей свое имя. Но каждый раз, когда она пытается угадать, она ошибается. Усата называет ей свое имя, а затем она представляется как Уруру Флёр, сестра Орги. Затем она приглашает его в их клинику, и Усата спрашивает, где находится Орга. Она рассказывает, что он внутри, осматривает пациента и убеждает его заглянуть внутрь. Усата не знает, стоит ли им это делать, но она говорит, что Орге нужно сосредоточиться. Они наблюдают, как Орга использует свою магию исцеления на ребенке, и Усата замечает, что цвет его магии исцеления интенсивный и ровный. Это полная противоположность его цвету кожи. Органа заканчивает исцелять ребенка, который встает и говорит своей матери, что больше не чувствует себя больным. Мать благодарит Оргу, но ребенок спрашивает его, почему люди смотрят на него. Заметив, что это Усата, Орга расторгает сделку, и они начинают разговаривать. Орга благодарит его за доставку письма Роуз, но Усата отмахивается от него, упоминая, что всегда хотел посетить клинику. Затем Уруру спрашивает, как дела у всех в отряде.
Он подтверждает, что это всегда одно и то же, и она смеется, говоря, что скучает по ним. Орга начинает читать письмо, в то время как Уруру рассказывает Усата, что они с братом не успевают за тренировками. Она все еще чувствует себя виноватой, потому что Роуз вложила все силы в их обучение, но считает, что у нее ничего не вышло. Поначалу все были в восторге, но тренировки были настолько тяжелыми, что они стали бояться Роуз. Она упоминает, что в то время Роуз была в отчаянии. Усата смущен этими словами, но Уруру объясняет, что сейчас Роуз выглядит намного счастливее. Он думает, что это только потому, что ей удалось найти новую боксерскую грушу. Внезапно кто-то приходит в клинику, чтобы попросить Оргу о помощи, потому что кто-то упал с крыши, когда чинил ее, и ранил еще 2 человек. Усата присоединяется к братьям и сестрам, и они добираются до места происшествия. Орга считает, что им нужно срочно оказать помощь, и просит Усата позаботиться о ком-нибудь. Они быстро спешат к своим пациентам, и Усата прикладывает к груди парня со сломанной кровоточащей ногой. Он думает, что до этого он лечил только основные травмы на себе, Орге и Сузуме. Однако, если начнется война, ему придется лечить более серьезные травмы в разгар сражения. Он знает, что готовился к этому моменту, но все еще не уверен. Орга замечает это и говорит ему успокоиться. Он объясняет, что не имеет значения, кого и где он лечит, потому что у него есть сила исцелять их. Он говорит Усата, что верит в него, и Усата вспоминает, как Казуки упоминал, что Роза верит в него. Он наконец-то решился и решил поверить в себя. Он сосредоточился на своей магии и быстро вылечил ногу раненого парня. Возвращаясь в клинику, Орга благодарит его за помощь, но Усата не уверен, хорошо ли он справился со своей работой. Уруру подтверждает это, упоминая, что пациент был удивлен, когда не почувствовал больше боли. Орга использует этот шанс, чтобы попросить Усата заглянуть в клинику, когда у него будет время, и помочь им. Усата принимает предложение и решает уйти. Прощаясь, Уруру упоминает, что Орга выглядел круто, когда консультировал Усата. Затем он рассказывает, что письмо Розы – это призыв к ним присоединиться к войне против армии Повелителя Демонов. Затем он объясняет, что у Усата нет никакого реального опыта, и он может полагаться только на свои способности. Уруру понимает, что война вот-вот начнется, и ему становится грустно. Тем временем Усата умудряется забрать фрукты у старой леди, когда его внезапно останавливает девочка лет лисы. Он в замешательстве спрашивает, не потерялась ли она. Она отвечает, что он единственный, кто может это увидеть, и единственный человек, который может изменить будущее. Он замечает, что глаза девочки меняют цвет, и начинает просматривать кадры войны. На этих кадрах армия Повелителя Демонов побеждает. Затем он видит, как Сузуми и Кадзуки теряют свои жизни из-за Черного Рыцаря. Усата возвращается к реальности, совершенно потрясенный, и девочка отвечает, что он должен отплатить ей в будущем. Усата подсознательно смотрит в небо. Он возвращается в настоящее и говорит девочке подождать. Он бросается за ней, недоумевая, что же он только что увидел. Он задается вопросом, почему он видел, как Инуками и Кадзуки потерпели поражение в битве. Он решает спросить об этом девушку, но теряет ее след. Девочка прячется в здании. Она надеется, что Усата сделает что-нибудь, чтобы изменить будущее. Усата спрашивает Томаса охранника, не видел ли он, как девочка-лиса перебегала улицу, но охранник говорит ему, что не видел ее. Усата знает, что девочка не могла уйти далеко, так как она очень маленькая. Он расстроен тем, что потерял ее из виду, и эта суматоха привлекает внимание Розы. Томас бежит обратно на свой пост при виде Розы, и Усата не удивлен, что он все еще боится ее, потому что понимает почему. Это выводит Розу из себя, и она закрывает лицо Усата руками и раскачивает его как тряпичную куклу. Усата кричит от боли, и Роза просит его повторить свое заявление. Усата говорит ей, что он ничего не говорил, и спрашивает, где она была. Она отпускает его и говорит, что просто отправилась на разведку в приграничный район. Она говорит ему, что отправилась на разведку, потому что армия Повелителя Демонов пыталась пересечь реку, построив мост. Усата думает, что скоро начнется война, но она говорит ему, что разрушила мост, так что пока с ними все будет в порядке. Усата спрашивает ее, куда она ходила на разведку в этой истории, и она злится. Она хватает его за голову и снова раскачивает, а Усата молит о пощаде. На обратном пути в королевство Усата рассказывает Розе о девочке-звере-лисе, и Роуз, кажется, знакома с ней. Усата спрашивает ее, знакома ли она с девочкой-лисой, но Усата отвечает, что не знакома с ней лично. Она говорит Усата, что девочка появилась в деревне 2 года назад, и ей было около 12 лет. Роуз была удивлена, что она смогла самостоятельно добраться до деревни, избежав по пути всех похитителей и бандитов. Усата удивлен этим, но Роуз говорит ему, что полулюди очень ценны для похитителей. Полулюдей ценят не только за их уникальную внешность. Некоторые из них также владеют редкой магией. Усата спрашивает ее, включает ли это в себя показ кому-то видения, и она спрашивает его, что это за видение. Усата задается вопросом, как он объяснит то, что увидел. Он говорит Роуз, что видение было похоже на ночной кошмар, который показал будущее,
будущее, которое, как он надеется, никогда не сбудется. Роуз говорит ему, что некоторые зверолюди могут использовать магию предвидения, но они встречаются крайне редко. Она говорит ему, что таких зверолюдей обычно хорошо охраняют в звериных землях. Она спрашивает его, почему он вдруг заинтересовался зверолюдьми, и он отвечает, что прочитал об этом в книге. Усата задается вопросом, не является ли девочка-лиса одним из зверолюдей, которые могут видеть будущее. Роза проходит мимо тропинки, по которой они обычно возвращаются домой, и Усата задается вопросом, почему Роза идет туда. Она говорит ему, что собирается повидаться с королем Ллойдом, и просит его сначала вернуться. Роуз доложила обо всем королю, и он извинился за то, что подверг ее опасности. Он поблагодарил ее за то, что она остановила продвижение врага, но она сказала ему, что они будут работать над новым мостом, который скоро будет достроен. Король знает, что они построят новый мост и в конце концов начнут вторжение. Он решает сообщить солдатам и горожанам о предстоящем вторжении. Он приказывает Серхио начать этот процесс, а Сиглису сообщить Сузуни и Казуки, что он хочет поговорить с ними до конца ночи. Сузуни и Казуки сообщают о вызове короля, и они направляются в тронный зал. Казуки недоумевает, зачем их вызвал король, но Сузуни знает, что они были вызваны из-за надвигающегося вторжения. Они натыкаются на Селию, и Сузуни приветствует ее. Селия отвечает на ее приветствие и тоже приветствует Казуки. Казуки заикается, отвечая на ее приветствие, потому что ему неловко. Она говорит им, чтобы они пошли к ее отцу, потому что он ждет. Сузуни говорит ей, что они увидятся позже. Они направляются в тронный зал, и Сузуни спрашивает Кадзуки, не произошло ли чего-нибудь между ним и Селией. Кадзуки отрицает какое-либо взаимодействие с ней, и Сузуни верит ему. Они подходят к двери в тронный зал, и их впускают внутрь. Тем временем Тонг храпит на своей кровати, а Усата не может уснуть из-за видения. Он не уверен, что сможет что-то изменить, ведь это видение будущего. Он помнит, как девочка сказала ему, что он может изменить это будущее, и он задается вопросом, действительно ли он может помешать этому случиться. Теперь он убежден, что девочка хочет, чтобы он изменил это будущее, но он не знает, как это сделать. Внезапно в его окно проникает свет, и, выглянув наружу, он видит, как за окном танцуют какие-то шары. Он так потрясен, что думает, что это привидение. Шары внезапно исчезают, и он встает с кровати, чтобы проверить свое окно. Он выглядывает и видит, что Казуки стоит снаружи и машет ему рукой. Он выходит ему навстречу и говорит, что не ожидал увидеть его в столь поздний час. Кадзуки извиняется за это, помня, что Усата пора вставать на тренировку. Усата говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом, потому что он все равно не выспался. Усата говорит Казуки, что он тоже не может спать из-за своей репутации героя, но Казуки не выглядит счастливым. Усата спрашивает его, почему у него такое вытянутое лицо, и Казуки говорит ему, что их вызвал король, который сказал им, что скоро им придется сразиться с армией повелителя демонов. Кадзуки ожидал этого и не был удивлен. Он видел, что Сузуни не терпится вступить в бой. Но когда Кадзуки представил себя в бою, он не смог уснуть и покинул замок, чтобы навестить Усата. Он сказал Усата, что убежал, потому что слишком напуган, чтобы сражаться. Он сказал Усата, что когда он впервые сражался с монстрами по-настоящему, он был по-настоящему напуган, и его ноги замерзли при виде монстра. Монстры оказали огромное сопротивление, и когда Казуки наконец победил их, он понял, как легкомысленно он ко всему относился. Он знает, что армия повелителя демонов нападет на него со всем, что у них есть, и это пугает его до смерти. Он знает, что жители королевства рассчитывают на него, но он не может этого вынести. Усата говорит Казуки, что он классный парень, потому что всегда знает, что делать, и никогда не боится. Казуки говорит ему, что он действительно боится, и Усата говорит ему, что это понятно, потому что ожидания людей были для него обузой. Усата говорит ему, что он не обязан продолжать соответствовать этим ожиданиям. Он говорит ему, что для него нормально иногда ставить себя на первое место. Кадзуки спрашивает Усата, как он относится к предстоящему вторжению, и Усата говорит ему, что он будет сражаться, что его удивляет. Он говорит Казуки, что хочет спасти тех, кто будет сражаться с армией повелителя демонов. Казуки спрашивает его, не страшно ли ему. Усата говорит ему, что ему страшно, но это не меняет его решение. Кадзуки говорит ему, что его решение может привести к его смерти. Он говорит нам, что был втянут во все это случайно. Усата говорит ему, что хотя он попал туда случайно, он многое пережил и встретил людей, которые приняли его. Он говорит Казуки, что хочет помочь этим людям, и он, очевидно, один из них. Он говорит Казуки, что не имеет значения, будет он драться или нет, он всегда останется его другом. Казуки отвешивает себе звонкую пощечину, чтобы укрепить свою решимость. Он говорит Усата, что тот вел себя глупо, и решает сражаться, чтобы защитить Усата и Сузуни. Он говорит Усата, что даже если он не сможет сражаться как герой, он все равно будет сражаться,
потому что хочет помочь своим друзьям. Усата спрашивает его, уверен ли он в своем решении, и Кадзуки говорит ему, что не может просто сидеть сложа руки после того, как Усата решил сражаться. Он говорит Усата, что бросится вперед и будет использовать свой страх как мотивацию для более ожесточенной борьбы. Усата спрашивает его, действительно ли он уверен, и он говорит Усата, что когда он думает о них, сражающихся бок о бок с ним, он не может не чувствовать уверенности. Усата рад это слышать, и они оба решают сражаться вместе, чтобы защитить королевство и всех, кого они любят. Кадзуки действительно рад, что встретил Усата, и он благодарит его за все. Он желает Усата спокойной ночи и направляется обратно в замок. Усата рад, что смог помочь. Кто-то прибывает как раз в тот момент, когда Казуки уходит, но Усата их не видит. Он уже собирается вернуться в дом и лечь спать, но Сузуни дразнит его из-за его дружбы с Казуки. Усата умоляет ее оставить все как есть, потому что он очень хочет спать, но она удивлена, что ему не интересно, зачем она пришла к нему. Усата говорит ей, что он уже понял, что она заметила странное поведение Казуки, поэтому последовала за ним, чтобы посмотреть, куда он направляется. Сузуни говорит ему, что он прав, и она говорит ему, что ей не нужно ничего делать с ситуацией Казуки, потому что он справился с ней должным образом. Усата говорит ей, что он все еще скептически относится к тому, чтобы позволить Казуки драться. Сузуни хватает его за плечи и спрашивает, не стоит ли ей тоже подраться. Он говорит ей, что у нее другая ситуация, потому что она уже приняла решение жить в этом мире. Сузуни соглашается с ним и решает вернуться в замок, потому что следующий день обещает быть очень насыщенным. На следующий день король объявляет, что армия повелителя демонов была замечена на границе и в ближайшее время они вторгнутся в королевство. Он говорит солдатам, что план состоит в том, чтобы перехватить их на лугах. Он напоминает солдатам, что ранее они успешно отразили атаку армии повелителя демонов. Он говорит им, что армия должна была быть усилена, и на этот раз отразить атаку будет нелегко. Он говорит им, что они также усилились, потому что теперь у них есть и Сузуни, и Кадзуки, которые присягнули им на верность. Он говорит им, что у них также есть спасательный отряд, который сыграл жизненно важную роль в их предыдущей победе. Он говорит людям, что он не беспокоится, потому что уверен, что они одержат победу, поскольку у них есть бесстрашные солдаты. Он говорит солдатам, что они будут сражаться на следующий день и обязательно победят. Солдаты воодушевлены речью короля, и Усата рад это видеть. Кадзуки идет в комнату Селии, чтобы повидаться с ней, и ее служанка впускает его внутрь. Он извиняется перед Селией за то, что пришел к ней без предупреждения, и она говорит ему, что рада, что он это сделал. Она знает, что он отправится на битву, и он говорит ей, что уедет на следующий день. Она говорит ему, что будет молиться за его безопасность, и он обещает защитить страну от армии повелителя демонов. Он говорит ей, что вернется к ней, и она желает ему удачи, надеясь, что он вернется целым и невредимым. Усата ведет Уруру посмотреть на его Блурина. Он выглядит так мило, что ей хочется его погладить. Усата говорит ей, что Блурин может не позволить ей погладить его, но она говорит ему, что хорошо ладит с животными. Она протягивает руку, чтобы погладить его, но Блурин отталкивает ее руку, что ее удивляет. Усата объясняет, что Блурин не любит новых людей. Она пытается снова, но ей отказывают. Кукуру запрыгивает ей на плечо, и она думает, что это ее утешит, но это на стороне Блурина, и она подавлена, задаваясь вопросом, почему ее отвергли по всем фронтам. Орга пытается занести в дом какой-то багаж, но он расплющивается под его тяжестью, так что Усата спешит ему на помощь. Он извиняется за то, что доставил ему неприятности, но Усата говорит ему, чтобы он не беспокоился об этом. Он говорит Усата, что Уруру очень нервничает, потому что это ее первый бой, поэтому она пытается справиться с этим, общаясь с животными. Внезапно Тонг открывает дверь и говорит ему, что капитан хочет видеть его в своей каюте. Усата еще ни разу не вызывали в ее комнату, и он задается вопросом, не собирается ли она наконец замучить его до смерти. Усата стучит в дверь Роуз, и она велит ему войти. Она держит коробку на своем столе, и Усата подходит к ней. Он спрашивает ее, зачем она его искала, и она отвечает, что им нужно поговорить. Она спрашивает его, помнит ли он свою роль на поле боя, и он рассказывает ей о своей роли. Она говорит ему, что он прав, но с самого начала они не будут придерживаться этой стратегии. Она говорит ему, что Тонг и еще несколько человек отведут раненых в тыл, чтобы они могли вылечить их вместе с Уруру и Оргой. Усата спрашивает ее, почему их не будет на передовой, и она отвечает ему, что не хочет, чтобы они были легкой добычей, потому что там не будет никакой войны. В начале боя было много раненых. Она говорит ему, что как только они окажутся на передовой, он не должен лечить не тех людей, и Усата думает, что она говорит о враге. Она говорит ему, что он не должен лечить всех, кого видит. Она спрашивает его, что произойдет, если он вылечит кого-то, кто все еще сражается, и он понимает, что будет только мешать бойцу. Она советует ему использовать свою интуицию, чтобы решить, кого он исцелит в любой момент. Она пододвигает к нему коробку и говорит заглянуть внутрь.
Он снимает крышку и видит свою форму спасателя. Роза говорит ему, что она создана для того, чтобы помочь ему выделиться на поле боя, и просит его надеть ее. Усата с удовольствием надевает ее, и Роза говорит ему, что она ему идеально подходит, потому что он занимается спортом. Роза строго предупреждает его, что целители не бессмертны, и он не должен воспринимать свою жизнь как должное ни при каких обстоятельствах. Он говорит ей, что уже знает об этом и не планирует умирать. Она говорит ему, что разговоры ничего не стоят, но она видела, как люди произносили те же самые слова и теряли свои жизни в бою. Она говорит ему, что он тоже должен спасать себя, несмотря на то, что состоит в спасательном отряде. Она сказала ему, что если он выкинет какой-нибудь трюк с самопожертвованием, она заберет его жизнь раньше, чем это сделает враг. Он обещает спасти себя и всех, кто его окружает. Она спросила его, действительно ли он может это сделать, и он напомнил ей, что она сказала ему всегда отстаивать свои идеалы. Она сказала ему, чтобы он не забывал о своих словах, и он поблагодарил ее. Он вышел из комнаты и вспомнил о своем видении. Он не знает, было ли это будущее, которое он видел, но он знает, что не может позволить Казуки или Сузуне погибнуть в бою. Армия продвигается к полю боя. Амака не слишком довольна тем, что путешествие занимает так много времени. Тонг говорит ей, что у них нет выбора, потому что им придется уйти далеко от замка, чтобы сразиться с демонами. Амака понимает его точку зрения, но Орга, похоже, тоже не слишком рад этому путешествию. Усата просит Розу рассказать ему о демонах. Она говорит ему, что демоны – это полулюди с необычно большими рогами. На первый взгляд они выглядят как люди, но превосходят их как в силе, так и в магии. Она говорит ему, что командиры демонов очень могущественны, но обычные солдаты-демоны просто помеха. Она задается вопросом, пугает ли нас мысль о демонах, но он говорит ей, что с ним все в порядке, потому что он знает кое-кого пострашнее демонов. Роуз впечатлена тем, как далеко он зашел, несмотря на обстоятельства, которые он выбрал. Усата говорит ей, что он просто делает все возможное, чтобы доказать, что она ошибается. Это приводит Росса в ярость, и Усата поднимает руки, думая, что она ударит его, но она не отвечает. Роуз испытывает ностальгию, вспоминая свою предыдущую команду. 5 лет назад Роуз шла по направлению к королевскому залу. Король обращался к солдатам и рассказывал им о демонах, которые были замечены на равнине недалеко от города. Он сказал им, что это только вопрос времени, когда демоны нападут на кого-нибудь. Он решил приставить охрану к торговцам, которые пересекают равнины. Он сказал им, что охрана будет назначаться солдатам рангом ниже генерала. Он предупредил их, чтобы они бежали, если начнется драка, потому что демоны сильнее людей. После инструктажа Сиглис спрашивает Роуз, что, по ее мнению, планируют демоны. Она говорит ему, что он понятия не имеет, но она догадывается, что они готовятся к вторжению. Сиглис интересуется, есть ли у них необходимые средства, и она говорит ему, что такая возможность существует. Сиглис говорит ей, что он подготовит войска к мобилизации в любой момент, но она говорит ему, что это будет пустой тратой времени. Он говорит ей, что они должны быть готовы к немедленной мобилизации, а она говорит ему, что он слишком напряжен. Их пути расходятся, и Роуз решает последовать его совету. Сова, ее подчиненная, окликает ее, пока она обдумывает свою стратегию, но она погружена в свои мысли и не отвечает. Сова продолжает приставать к ней, и она теряет терпение. Она бьет сову по голове и велит ей замолчать. Сова жалуется, что своей грубой силой она чуть не расколола ей голову, как кокосовый орех. Роза говорит ей, чтобы она молчала, когда видит, что другие люди думают, и сова понимает, что она злая. Она говорит Розе, что не думала, что демоны могут появиться. И это побуждает Розу дать ей специальную затрещину 2 к 1. Она говорит ей, что ей не следует подслушивать секретную информацию. Она советует ей научиться придерживаться правил. Сова задается вопросом, что замышляют демоны, а Роза говорит ей, что никто не знает. Сова говорит ей, что все, что им нужно сделать, это прогнать демонов, если они вторгнутся, и Роза предупреждает ее, чтобы она не недооценивала демонов. Сова говорит ей, что она недооценивает не их, а Розу. Ее поступок не убедил ее. Она говорит Розе, что ей следует придерживаться этих принципов, и Роза решает проследить за ее тренировками в тот же день. Сова пытается отговорить ее от этого. Она говорит ей, что не хочет, чтобы она была занята, так как теперь она командир. Они прибывают в казармы отряда, и все приветствуют Роуз, которая является их капитаном, и Сову, которая является их вице-капитаном. Они замечают, что Сова выглядит бледной, и удивляются, почему. Сова пытается скрыть это, но Роза говорит им, что собирается переобучить их всех, и они все злятся на нее. Сова. Они думают, что Сова сказала что-то Розе, чтобы подтолкнуть ее к действию, и она говорит им, что это ее подарок им, потому что они расслабились. Они продолжают издеваться над ней, и Роза уходит, не обращая на это внимания. Сова умоляет ее вмешаться, но Роза говорит ей, что это не ее дело. Через неделю король вызывает Розу на личную встречу, и они встречаются на балконе. Он говорит ей, что демоны нападают на других монстров на его территории. Он говорит ей, что очевидцы видели, как группа обученных солдат-демонов совершала это действие. Роуз удивлена, что нападение было спланировано и скоординировано. У нее возникли подозрения, и король велел ей выяснить причину действий демона. Он уполномочил ее применить силу, если возникнет такая необходимость. Он уверен, что она не будет действовать жестко без крайней необходимости, и она благодарна ему за доверие к ней. Она
она обещает добиться хороших результатов. Позже в тот же день она проводит инструктаж своей команды и сообщает им, что они отправятся во тьму Линджера. Она говорит им, что они отправятся на следующий день. Один из солдат спрашивает ее, сколько демонов они ожидают увидеть, и она говорит ему, что было замечено около 30 демонов. Другой солдат считает, что сражаться с 30 демонами было бы проблематично. Сова пытается подбодрить команду, но они все еще злятся на нее за то, что она заставила их тренироваться усерднее на прошлой неделе. Она говорит им, что благодаря тренировкам они хорошо подготовились к миссии, но они бросают в нее несколько предметов посуды. Роуз решает оставить свою кошку дома. Кошка может обнаруживать монстров, и она знает, что это может быть полезно, но она не хочет, чтобы демоны нацелились на нее. Она не хотела подвергать кошку опасности. Сова бросается к ней за защитой, и солдаты перестают ее избивать. Роуз говорит отряду, что для выполнения задания им нужно быть в наилучшей форме, поэтому она присоединится к ним. Солдаты воодушевлены, потому что знают, что с Роуз их будет не остановить. Они знают, что им не нужно беспокоиться о том, что они могут пострадать, потому что Роуз всегда может их вылечить. Они решают сделать все возможное для выполнения миссии. Сова снова выводит группу из себя, и на этот раз они в восторге. Роза говорит им прекратить болтовню и начать готовиться. На следующий день они отправляются на задание. Они обыскали все вокруг, но не смогли найти ни одного демона. С наступлением темноты они разводят костер. Сова сказала им, что на следующий день они будут обыскивать западную часть леса. Солдаты знают, что местность на западе не очень хорошая, поэтому Сова сказала им, чтобы они оставили лошадей здесь. Солдат сказал ей, что им нужно определить приоритетные районы, которые они могут обыскать с помощью лошадей, но Сова сказала им, что она уверена, что на западе что-то есть. Солдаты решили последовать ее примеру. Она велела им по очереди стоять на страже, пока остальные спят, но они все заснули. Роза заступает на дежурство первой, поэтому она велела Сове немного поспать. Пока все спят, Роза замечает, что у Совы проблемы со сном. Она предлагает самой уложить Сову спать, и Сова удивляется, что она заметила, что не может уснуть. Сова присоединяется к ней у костра, и она решает довериться ей. Она спрашивает Роуз, почему та решила назначить ее вице-капитаном. Она говорит Роуз, что она обычная девушка по сравнению с другими солдатами, и она знает, что в ней нет ничего особенного. Роуз понимает, что, по ее мнению, она не подходит для этой роли. Сова говорит Роуз, что ей не нужен вице-капитан, потому что она справляется с большинством дел сама. Роуз говорит ей, что кто-то должен выполнять черную работу, и у нее все хорошо получается, потому что на нее не поступало никаких жалоб. Сова говорит ей, что это потому, что она усердно работала, а Роуз говорит ей, что если она продолжит усердно работать, то может стать капитаном. Роуз напоминает ей, что она не может продолжать быть капитаном отделения теперь, когда она командир батальона. Сова протестует, что она не может стать капитаном, потому что все в отделении в конечном итоге лишат друг друга жизни. Она говорит Роуз, что ее побьют, и Роуз разочарована тем, что она не верит в команду. Сова говорит ей, что не хочет, чтобы она когда-либо покидала команду, и Роуз раздраженно вздыхает. Сова говорит ей, что она никогда не выполняет приказы, с которыми не согласна, и всегда делает то, что считает правильным, даже если все остальные с этим не согласны. Она говорит Роуз, что силой заткнет рот любому, кто с ней не согласен, и Роуз говорит ей, что она этим очень знаменита. Она говорит, что слышала истории о умелом солдате, который был настолько упрям, что не подчинялся приказам генерала. Именно тогда в жизни Совы появилась Роза. Сова подумывала о том, чтобы поступить так же и ослушаться приказов Розы, но все, что она пыталась сделать, не сработало. Когда бы она ни ослушалась, Роза всегда ставила ее на место, и у нее не было другого выбора, кроме как следовать приказам. В тот момент Сова решила, что не будет уступать Розе и подчиняться ей. Она решила выдержать адские тренировки, просто чтобы доказать свою точку зрения. Роуз вспомнила, как Сова внезапно стала целеустремленной, но она не помнит, чтобы относилась к ней как-то по-другому. Сова говорит ей, что у нее появилась мотивация, потому что Роза не выгнала ее и не отвернулась от нее. Другие капитаны обычно уставали от нее и отворачивались, но Роза продолжала смотреть ей в лицо. Сова сказала ей, что это раздражало ее, но она чувствовала себя счастливой, и она убеждена, что другие солдаты тоже чувствовали себя счастливыми. Она говорит Роуз, что никто другой не может быть их капитаном, потому что никто другой не понимает их так, как она. Роуз подходит к ней и шлепает ее по голове. Она говорит ей, чтобы она повзрослела и перестала полагаться на нее во всем. Сова удивлена ее реакцией на свое искреннее признание. Роза говорит ей, что она не выберет кого-то, кто не подходит ей на замену. Она говорит Сове, что выбрала ее вице-капитаном не по своей прихоти. Она поняла, что Сова никогда не сдается, как только принимает решение, и всегда остается сильной, независимо от ситуации. Она знает, что эти качества будут мотивировать окружающих превзойти
превзойти свои возможности. Она говорит ей просто быть самой собой, и люди будут следовать за ней без вопросов. Сова шокирована тем, что Роуз думает, что люди последуют ее примеру, но Роуз удивлена, что она не осознает силу своей харизмы. Роуз говорит, что ее перемены – это единственная постоянная величина в мире. Она говорит, что ей нужно принять перемены и двигаться вперед, несмотря ни на что. Она говорит, что ничто не изменит того факта, что она была их капитаном. Она советует ей не волноваться понапрасну. Роза решает немного поспать, а Сова предлагает заступить на следующую вахту. Роза велит другим солдатам немного поспать, и Сова удивлена. Они говорят ей, что доверяют ей руководить ими в отсутствие Розы. Они говорят ей, что не испытывают к ней ненависти и всегда слушаются ее команд, когда это важно. Они говорят ей, чтобы она не волновалась, не переживала так сильно, и она смущается. Она бегает за ними по пятам, а Роза тайком улыбается. На следующий день они взбираются на небольшую гору, и солдат замечает следы присутствия демонов. Он сообщает об этом Розе, и они отправляются на разведку. Солдаты понимают, что демоны охотятся на монстров, и удивляются, почему они охотятся на монстров, а не на людей. Сова понимает, что за этим должна стоять более глубокая причина, но внезапно они слышат глубокое рычание, доносящееся из леса. Роза велит им приготовиться к битве, и они бросаются в лес. Они видят демонов на поляне. Они только что прикончили светящегося волка и как раз собирали их. Они по-прежнему прячутся за кустами, но главный демон чувствует их присутствие и сообщает об этом другим демонам. Они обнаруживают себя, и Роза говорит Сове, чтобы она пока ничего не предпринимала. Роза выходит и спрашивает демона, что он делает на их территории. Обе стороны напряжены и готовы к бою. Демон говорит ей, что ему не нравится его миссия, но в долгосрочной перспективе это принесет им пользу. Она расспрашивает его о деталях его миссии, но он ничего ей не рассказывает. Она говорит ему, что он может избежать драки, если поджмет хвост и убежит, но его выводит из себя ее высокомерие. Демон видит, что Роза сильная, но он не может отпустить ее, потому что она знает об их миссии. Демон обещает забрать их жизни. Роза назначает Сову во главе отряда, потому что ей придется столкнуться с главным демоном. Демон знает, что только один из них выйдет живым, и Роза заставляет его лишить ее жизни. Они вступают в битву, и Сова ведет других солдат против меньших демонов. Демон создает броню из ветра и посылает удары ветра в Розу, но она уворачивается от них. Она подходит к нему вплотную и пытается ударить его, но его щит блокирует удар. Демон удивлен, что она смогла увернуться от его атаки, и он пытается применить токно-дзюцу, но Роза останавливает его ударом ноги. Он блокирует удар, но она наносит следующий удар. Роуз получает травму и оставляет свою команду на попечение Пеле, чтобы забрать демона. Демон пытается спрятаться в первом тайме и начать скрытную атаку, но Роуз в конце концов находит его. Она швыряет в него огромное дерево, когда он убегает, чтобы преградить ему путь, а затем швыряет еще несколько, но он защищается. Она обрушивает на него еще одно дерево, но он перерубает его. Роза продолжает атаковать его, но его ветрозащитный щит блокирует все ее удары. Он впечатлен ее силой и говорит ей, что она самый могущественный человек, с которым он когда-либо сражался. Он внезапно окружает ее ветряными лезвиями, но она проходит сквозь них, и он с удивлением обнаруживает, что она обладает целительной магией. Она снова нападает на него, но он блокирует ее. Теперь он видит, что она армия из одного человека, и он решает представиться как Нерон. Он вызывает свой меч из бездны и клянется покончить с Розой. Роза говорит ему, что выбьет из него все дерьмо, прежде чем это произойдет. Между ними обоими начинается ожесточенная